США перемещают ядерное оружие ближе к Китаю, Залужному посоветовали помалкивать и криптобанк в Казахстане. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире Нехта. Самые важные и интересные новости. Миротворцев не будет, скорее всего, но это не точно. Европа меняет направление. Громкое признание от экс-главы ВСУ. Страны НАТО боятся говорить вслух, что на них уже летит российское оружие. Американские войска несут потери в Литве. Гибель сразу 4 солдат на учениях. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии и не забывайте подписываться на каналы. Все это очень несложно. Поехали. Европа просыпается, переводит будильник и ложится еще на 5 минуточек. Вопрос отправки миротворцев отложен до лучших времен. Идея отправить свои войска в Украину больше не на повестке дня среди европейских государств. По данным Reuters, Евросоюз начал разворачиваться в другую сторону. Прямое военное вмешательство становится слишком рискованным, а вместо этого обсуждают альтернативные способы дать Киеву реальные гарантии безопасности. Причина проста: и Вашингтон, и Москва могут резко отреагировать на появление иностранных войск. Когда Украина была в лучшем положении, идея отправки войск была привлекательной, но сейчас, учитывая ситуацию на местах и администрацию США, она не очень привлекательна. Европейские источники признают официально, речь не идет о вводе войск, но, цитирую, это не значит, что страны не начнут тайно присылать инструкторов и поддержку. Конец цитаты, источник Reuters. То есть двери остаются приоткрытыми, а в закрытых документах, к которым получили доступ журналисты, уже прописаны возможные силы сдерживания в Украине в рамках будущего мирного соглашения, но только при поддержке США. К тому же страны Европы, страны НАТО теперь вынуждены позаботиться о своей собственной безопасности. Генсек НАТО, находясь в Варшаве, предостерег Путина от вторжения в любую страну Альянса. Говорит, расплата обязательно придет. Когда речь идет об обороне Польши и общей обороне территории НАТО, если кто-то просчитается и подумает, что ему сойдет с рук нападение на Польшу или любого другого союзника, его встретит вся мощь этого свирепого альянса. Наша реакция будет сокрушительной. Это должно быть предельно ясно Владимиру Владимировичу Путину и любому другому, кто захочет напасть на нас. And anyone else who wants to attack us. Кремль спешит закончить войну. Разведка утверждает, у Путина есть дедлайн по Украине. Москва дала себе крайний срок завершить так называемый украинский вопрос до 26 года. Дальше, по расчетам Кремля, просто не потянет. И окончательно проиграет гонку США и Китаю. Об этом заявил представитель украинской разведки Вадим Скибицкий. Он ссылается на внутренние стратегические документы России. Там прописано, если война затянется еще на 5-10 лет, РФ окончательно утратит шансы стать глобальной сверхдержавой. Не догнать, ни даже приблизиться к США или Китаю уже не получится. Именно поэтому Россия якобы построила аж 15 сценариев будущих военных конфликтов аж до 2045 года. 6 сценариев связаны с Северной Европой. Северная Европа понимают страны Балтии, понимает Польша. По Польше только 4 сценария возможного военного конфликта. Польша сейчас понимает, что это непосредственная угроза. В Москве тем временем составляют геополитический прогноз на 26-35 годы с расчетом на последствия аж до 2045-го. Все ради одной цели – вырваться из изоляции и вернуться в игру. Но чтобы это стало возможным, Украина по замыслу Кремля должна быть закрыта до 2026 года. Мы спросили об этом военного аналитика Ивана Ступака, возможен ли такой сценарий в принципе. Последний год, когда Российская Федерация может позволить себе вести боевые действия и вливать в экономику столько денег на войну, игнорируя все остальные процессы. После этого, по их подсчетам, я просто не экономист, я ссылаюсь уже к ним, могут начаться необратимые последствия для российской экономики, что может привести просто к краху вообще, вот капитальному, сколько это возможно. И российские экономисты, они боятся, что Россия проиграет не на поле боя, потому что танков у нее больше, людей больше, а проиграет именно экономически, как это было с Советским Союзом. Он же коллапснул не потому, что у него стало меньше танков или меньше ядерного оружия. Он коллапснул, потому что экономика долгое время играла против
страны Советов и привела к катаклизму. Просто вот Советский Союз развалился. И вот есть такая вероятность, что экономика Российской Федерации может не выдержать вот это большого напряжения, не может не выдержать печатного станка, учетной ставки Центробанка, и это может привести к необратимым последствиям. Громкая и тревожная новость из Литвы. Сразу 4 американских солдат погибли после военных учений. Все случилось на Побратском полигоне в 100 километрах от российской границы. Пропали люди и тяжелая техника, гусеничное транспортное средство. Позже нашли тела. И все. По данным литовского Delfi, речь идет о бойцах 1-й бригады 3-й пехотной дивизии армии США. Они участвовали в тактических учениях, когда связь с ними резко оборвалась. Их искали с воздуха, с земли, подключили вертолеты, пограничников, солдат из разных стран НАТО, но было уже поздно. Вероятнее всего, бронетехника утонула, и вместе с ней люди. Пока никаких официальных заявлений от США и Литвы, только молчание и тени вопросов, как техника могла уйти под землю прямо во время учений. Почему никто не среагировал вовремя? Как всегда, ваши варианты можно писать в комментариях под этим видео. Не забывайте подписываться на наши каналы. Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Война в Йемене выходит на новый уровень. США стягивают тяжелую авиацию на базу Диего Гарсия, где могут обслуживаться самые современные бомбардировщики США. Уже прибыли 5 стелс-самолетов Б-2 Spirit, которые теоретически могут нести ядерное вооружение. Это не просто самолеты, это летающие крепости, созданные для ударов по защищенным целям, по самым защищенным целям. США подключают тяжелую артиллерию, и это тревожный сигнал. Конфронтация с хуситами, блокирующими транспортные пути в Красном море, может перерасти в куда более жесткую фазу. Одновременно переброшены 7 гигантских Globemaster-3 с техникой, боеприпасами и персоналом и 18 топливозаправщиков. Логистика указывает на длительное присутствие и серьезные планы. В Красное море направляется 2-я авианосная ударная группа США во главе с атомным авианосцем Карл Винсон. Через пару недель в регионе, получается, уже будет 2 группы с авианосцами. Такая концентрация военной мощи случается очень редко. Сейчас уже там работает авианосная группа во главе с Гарри Труманом, который с 15 марта наносит удары по хуситам. Тут давайте вспомним ультиматум, который выдвинул Дональд Трамп иранскому аятолле о том, что Тегеран должен вернуться в ядерную сделку, иначе президент США пообещал какие-то серьезные последствия. Но это может быть и частью другой операции. К примеру, министр обороны США прибывает на Гавайи. Учения идут недалеко от Тайваня, в первой островной цепи. Участвует флот, авиация поднимается в воздух, но официальная линия Пентагона звучит как мантра «это не подготовка к нападению». Учения Китая всегда потенциально могут быть репетицией нападения. Учения компаний, которые мы проводим, не предназначены для того, чтобы быть предвестниками нападения. Мы здесь для того, чтобы сдерживать, чтобы демонстрировать силу с нашими союзниками. И это включает в себя обеспечение того, чтобы американские силы были выдвинуты перед всеми возможными способами. Так что мы вовсе не хотим конфликта. Бывший главком украинской армии Валерий Залужный рассказал то, что раньше обсуждали только шепотом. По его словам, когда российские дроны падали на территорию Румынии, ему оттуда звонили и просили молчать, не поднимать шум, сделать вид, що нічого не було. Дивись, країни Прибалтики це розуміють дуже чітко. Вони розуміють, що нема ніякої там 5-ї статті. І ніколи не буде. Польща це розуміє. Куди періодично падають то наші ракети, то російські. Румунія взагалі все розуміє, тільки мовчить. І інколи дзвонить мені, каже, мовчи. Каже, ну впало 2 шахеда в порт до вас. Чого ви мовчите? Мовчи, каже, я тебе прошу, розумієш? А потім він дзвонить, каже, ти на що, каже, включив, каже, ці ваші реби, каже, вони, каже, полетіли до нас. Я кажу, то збивайте, кажу, у вас 40 F-16 стоїть. Это уже не просто неловкость, это тревожный сигнал для всего Альянса. Россия стреляет, дроны пересекают границы стран НАТО, а в ответ тишина. 5-я статья устава, по которой нападение на одного – это нападение на всех, на деле оказывается только красивыми словами на бумаге. И это не только Румыния. По словам Залужного, Польша, страны Балтии и другие тоже все прекрасно понимают. В случае реального конфликта они окажутся лицом к лицу с агрессором без гарантии немедленной защиты. Поговорили об этом с военным аналитиком Иваном Ступаком. В середине Альянса есть негласная градация стран,
по старшинству, по масштабу, по богатству. И страны Балтии, ну и давайте Польша, они, к сожалению, находятся внизу и прекрасно понимают, что никто их защищать не будет. Есть наверху этой пирамиды страны, которые были участниками этого альянса, которые присоединились позже и которые присоединились в самом конце уже, вот ближе там, что там, 99-й, 2004 года. Никто их защищать не будет. Страны Балтии это прекрасно понимают. Да, сейчас время реагирования, по-моему, уменьшилось до 90 дней, но все равно этого очень много. Это очень много, это длинный промежуток времени. И есть у меня такое пояснение, почему такое время выбирается странами Альянса. Потому что это время дает возможность понять, кто побеждает. Нужно ли защищать жертву агрессии или все-таки оставить так, как есть, потому что враг намного сильнее, пусть он уже делает, что делает, а мы потом выйдем с переговорами и будем договариваться о новом распределении этой границы. Что будет, если следующий беспилотник не просто упадет, а нанесет удар? Ответа может и не последовать. И вот это уже опасно по-настоящему. Как вы думаете, произойдет ли такое? Пишите в комментариях свои версии, свои варианты, это важно. В Москве задержали Кадырова. Громкое имя и не менее громкое задержание. В Москве силовики взяли певца Эмиля Кадырова, финалиста шоу «Голос». Его подозревают в том, что он провернул аферу с пушкинской картой на 1,3 миллиона рублей. Пушкинская карта – это банковская карта, на которую государство каждый год кладет 5000 рублей, 2000 из которых можно потратить на кино. Таким образом, проект позволяет молодым людям бесплатно посещать театры, кинотеатры, музеи, филармонии и другие учреждения культуры, которые являются участниками программы. Политзаключенный Анджей Почобут столкнулся с новым витком репрессий. Режим его содержания в тюрьме ужесточен. Ближайшие полгода он проведет в помещении камерного типа. Это означает полную изоляцию, никаких прогулок на свежем воздухе, никакой работы. Он знает об акциях солидарности, которые проходят каждый месяц, и благодарен за них. Напомним, что в феврале 2023 года Анджей Почобут был приговорен к 8 годам колонии усиленного режима по обвинениям в разжигании вражды и призывах к санкциям. Судебный процесс проходил в закрытом режиме. 25 марта 2025 года исполнилось 4 года с момента его заключения. В Казахстане предложили создать национальный криптобанк. Депутат Азат Перуашев заявил, что до 90% криптоопераций в стране идут в обход закона, а запреты только загоняют рынок в тень. Идея – легализовать оборот крипты и взять его под контроль через единый государственный механизм. В проекте могут участвовать Нацбанк и коммерческие банки. Главная цель – таки навести порядок и перестать терять миллиарды в серых схемах. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал и про кнопочку «Супер спасибо» тоже не забывайте. На этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.